Я очень рад вам представить замечательного человека Александра Новоселова, кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога, дерматовенеролога, ковидолога. Ну, наверное, хватит пока. Вообще человек огромной души, силы духа. Я очень рад, что вы сегодня его услышите, подчеркнете очень много полезного и получите огромное удовольствие. Итак, Александр Новоселов. Спасибо огромное, Алексей. Друзья, как меня видно, слышно, поставьте в чате что-нибудь. Отлично. Очень рад всех вас здесь видеть. Нас здесь порядка 500 человек, и это явно не предел. О чем я хотел бы вам рассказать. Немножко той истории, которая со мной, скажем так, приключилась. Где-то 2 года назад, ближе к лету, я начал заниматься изучением принципов китайской традиционной медицины, УСИН. Эти принципы существуют 25 веков. То есть вот с точки зрения науки есть такое понятие репрезентативность, то есть то, насколько вот эта выборка, которая делается, она значима с точки зрения статистики. Так вот, если представить себе, сколько было за 25 веков китайцев, то более репрезентативную выборку, я не знаю, это может быть 50, может быть 100 миллиардов человек, представить невозможно. И вот с этой точки зрения китайцы точно знают, что в какой сезон нужно давать человеку. Там 5 сезонов. Помимо обычных наших 4, есть еще позднее лето. Они его еще называют дождливым. Так вот, что касается обычного лета, у китайцев оно начинается 1 мая и идет до середины июля. Я вот как раз хочу сделать акцент именно на этом периоде, потому что кто не успел, тот опаздывает, но пока еще время есть. Это время, в которое чаще всего, если задуматься, люди уходят из жизни от сосудистых катастроф, от инфарктов и от инсультов. Погода здесь, в общем-то, помогает людям отправляться в мир иной. И я как раз задумался тогда о том, что мне хочется зайти на такую программу. И мы вместе собирали, такой у нас коллективный был разум, мы упаковывали годовой цикл здоровья на основе УСИН, и с одной стороны на основе УСИН, с другой стороны на основе тех продуктов, которые у нас есть в доступе, наиболее современные, совершенные решения для здоровья. И тогда я взял программу Mental Force. Что со мной произошло? Через где-то дней 10 я понял, что меня мозг императивно просто заставляет дать ему новую информацию. Меня мозг заставил начать учиться. Я за последующие где-то 2,5 недели прошел порядка 17-20 различных вебинаров. Я зашел на очень мощный интенсив образовательный, бизнесовый, который продолжался 13 часов. Переговоры, там какие-то концепты, инсайты, это все было в режиме нон-стоп. Это был, в общем-то, практикум, это не просто сидели мы ровно и слушали. Но самое интересное, это для меня происходило после абсолютно бессонной ночи. Я никому не предлагаю проходить через такой экспириенс. Вместе с тем, это просто говорит о том, насколько мощно работала эта программа. Я выжил в это экстремальное время. И помимо этого, ну, я еще могу сказать, что для людей, которых интересует качество их интимной жизни, эта штука тоже очень здорово помогает. Скорее всего, это связано с сочетанием вот этих продуктов в комплексе, потому что очень важно, как работают сосуды. А программа направлена на то, чтобы в целом хорошо работала и сердечно-сосудистая система, и мозг. Поэтому, собственно, я ее называю взрыв мозга. Более того, я для себя что сделал? Поскольку мне хочется иметь более мощный эффект, я себе начал набирать эти продукты и какие-то начал уже просто сам для себя, там, таурин, например, аминокислота, по которой сейчас проводится огромное количество исследований, конференций, статей пишется, книг, публикаций. Mindset, продукт, который очень здорово включает когнитивную функцию, память, интеллект, скорость мышления. Готукола, которая
улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, ну и так далее. Тут вот я еще к этой программе что добавляю? Туда входит еще омега, продукт для того, чтобы защищались, восстанавливались сосуды изнутри. А вообще биологический возраст наш, он зависит от того, в каком состоянии у нас периферические сосуды. Вот для понимания, мне сейчас 36, я переболел ковидом, когда мне было 35, у меня на тот момент до ковида биологический возраст был 27 лет. В разгар ковида он у меня поднялся до 69. Представляете, я постарел более чем на 40 лет. От ковида у меня отец ушел из жизни, в общем-то, и вся семья переболела. И я сам себя и своих близких вытаскивал продуктами, вот этими самыми, которые восстанавливают сосуды. Вот. И в этом смысле, в общем-то, да, сейчас у меня биологический возраст обратно снизился, я сосуды восстановил. В этом смысле очень важно, чтобы действительно эта подпитка была постоянной. Вот. Эта программа очень хорошо работает, например, у подростков. То есть, в принципе, если идти по любой категории населения, по любым возрастам, она найдет свое применение. Это и люди, которые находятся в подростковом возрасте, потому что у них летом что? Экзамены, им нужно готовиться. Я бы вообще эту программу, на самом деле, прописал бы законодательно на уровне Минобра. Что касается ЕГЭ, это, очевидно, бы увеличивало эффективность и результативность экзаменуемых. Что касается людей преклонного возраста, то есть те проблемы, которые возникают снова же на уровне сосудов, болезни старости. Это что? Атеросклероз, ведущий к инфарктам, к инсультам. Это сахарный диабет, это болезни Паркинсона, Альцгеймера и так далее. Это болезни, которые обусловлены нарушением целостности сосудов изнутри. Почему? Потому что развивается состояние, которое в медицине называется перекисное окисление липидов. Окисление. Закисление чего? Жиров. У нас из жира состоят клеточные стенки. И когда свободные радикалы бьют по этим клеткам, по этим клеточным стенкам, развиваются болезни старости. И эта программа великолепно помогает людей поддержать в этом состоянии. У меня на этом всем перечне сейчас бабушка живет, которая едва выжила от ковида, и сейчас она себя физически прекрасно чувствует. Мы постепенно ее восстанавливаем. А человек 37-го года рождения, на минуточку. Вот. Поэтому в эту программу входит и омега, которая убирает вот эту склонность к атеросклерозу. Что такое атеросклероз? Это с точки зрения сосудов, это нарастание бляшек там, где есть микротравмы в сосудистых стенах. И если у человека достаточно жиров полезных, есть вредные жиры, есть полезные. Вредные жиры – это липопротеины низкой плотности, полезные жиры – липопротеины высокой плотности. Вот если у человека даже будет очень много вредных жиров, но сосуды будут целы, то по принципу, хоть в вашем жире крови не обнаружено, у человека все будет нормально на уровне состояние его сосудов, он не будет от этого стареть. У него не будет рисков развития этих болезней. В эту программу также входит лецитин, который и обеспечивает восстановление вот этих сосудистых стенок, потому что лецитин, он является тем самым строительным материалом, который восстанавливает клетки, клеточные структуры. То, что еще туда входит, магний, это крайне важный элемент для состояния сердечно-сосудистой системы, для работы сердечной мышцы. Зачастую, когда не хватает калия, магния, развиваются судороги, поэтому если что-то подобное возникает по ночам, обратите внимание на это состояние более пристально, потому что это может быть предвестником надвигающейся сосудистой катастрофы. Нельзя запускать это состояние. Вот. Про таурин сказал. Про карнитин еще надо сказать. Это тоже крайне важное вещество, кстати говоря, относится к категории витаминов группы В, В11, если я не ошибаюсь. Он достаточно активно используется в спорте, он достаточно активно используется для метаболических процессов, для улучшения обмена веществ. Вот. Туда входит спирулина. Спирулина, которая является веществом,
Ну, вы знаете, если человека просто отправить в космос и вместо еды дать ему спирулину, он там будет жить десятилетиями, у него проблем с питанием не будет. А если у него не будет воды, но при этом будет H-500, знаете, вот у меня прямо передо мной, я когда тут собирал, что у меня под руками, сразу 2 банки оказалось H-500, прям вот большие, знаете, только большие банки, только хардкор. Это, чтобы вы понимали, что такое H-500. По моему убеждению, как исследователю, это Нобелевская премия вне очереди. Это 22 век. Вот Галина Петровна тут говорила, что я H-500, да. Я обожаю этот продукт. Это абсолютно недооцененный продукт на сегодняшний день. Смысл в том, что, по сути, у нас, когда формируется энергия в митохондриях, в наших энергетических станциях клеток, из них выходит выхлоп. Ну, любой энергетической станции нужно вещество, из которого получится энергия, и при этом выходит некий выхлоп. Вот этим выхлопом являются свободные радикалы, которые разрушают клетку изнутри. Они бьют либо по клеточной стенке, вызывая болезни старости, либо по ядру клетки, вызывая онкологию. А для того, чтобы этого не было, в митохондрии должно быть достаточное количество водорода. Почему? Потому что те свободные радикалы, которые выходят из митохондрий, это OH-группы. Это фрагменты молекул воды. И когда OH встречается с H, получается неразрывная связка H2O, получается вода. Любая, без исключения онкология, начинается с того, что какому-то свободному радикалу, своему же внутриклеточному, который сформировался по мере того, как синтезировалась внутри энергия, не хватило своего атома водорода. Вы представляете? Вот этой темой можно просто деклассировать всю онкологию в мире, потому что мы таким образом защищаем организм от развития всей вот этой цепочки, ведущей как в сторону болезни старости, так и в сторону онкологических процессов. И более того, по сути, это внутриклеточный генератор воды. Вот если человека отправить в космос, в одну руку ему дать спирулину, в другую руку ему дать H-500, у него больше не будет ничего, он будет жить, потому что у него будет питание в виде спирулины, и у него будет вода формироваться прямо внутри организма. Я на самом деле в шоке от того, что я сейчас вот постепенно для себя проясняю об этих продуктах. В еще большем шоке от того, что я только до этого добираюсь мозгами, а кто-то это сделал, уже сделал. Вы понимаете? И, наконец, что входит в эту программу? Это Coral Mine. Что такое Coral Mine? Это композиция для создания органической минеральной воды на основе реликтового коралла. В начале 70-х японский токийский геронтолог Макото Сузуки направляется на Окинаву, на островную группу, которая находится на юге японского архипелага, даже не в Японском море, а на границе Южно-Китайского и Филиппинского морей, в 1500 километрах от Токио, и начинает изучать пристально тему долгожительства, феномен долгожительства аборигенов, местных жителей. Он за свою жизнь, а он до сих пор жив, он живет сейчас на Окинаве, изучил в общей сложности всех долгожителей и констатировал, что среди них нет людей ни с болезнями старости, ни с онкологией. Он долго изучал природу этого феномена, почему эта зона оказалась голубой зоной планеты, то есть местом скопления наибольшей концентрации долгожителей. В 2008 году была проведена перепись населения Министерством здравоохранения Японии. И в общей сложности Министерство здравоохранения Японии насчитало на Окинаве 32 736 долгожителей, преодолевших столетний рубеж. Он изучил всех.
он со всеми знаком лично. Более того, в поисках истины он начал разбираться, а что вообще привело к такому явлению. Он изучил принцип икигай, принцип Юимару, он изучил религиозные уклады, социальные уклады, питание, привычки и так далее. Он все изучил. Принцип Юимару, например, роскошный принцип взаимопомощи. Нужно залатать крышу кому-то, вся деревня сбегается, помогает. Принцип икигай – то, ради чего просыпаешься по утрам. Это принцип работы человека, жизни человека. То, что умеешь делать, то, что любишь делать, то, что приносит людям пользу, то, что приносит тебе доход. Он все это изучил. Он изучил популяцию переселенцев. Более 200 тысяч человек, кто перебрался из Окинавы в Бразилию. У них продолжительность жизни средняя 67 лет. У окинавцев 84 года. Разница 17 лет или 25%. Единственное, что отличает этих людей, это доступ к воде. К той воде, которая наполняет экосистему Окинавы. Окинава – это коралловый риф. Это коралл-склероктинии мадрипоровые. И этот коралл, его фишка в том, что он консервирует свободный водород. И этот водород, он, консервируясь в этой экосистеме, по всей пищевой цепочке идет наверх от планктона к человеку. И это именно то, что обеспечивает продление жизни людей на Окинаве на 25%. Фактически он сейчас обосновал тезис, что Coral Mine является продуктом для продления жизни человека на 25%. Добавьте сюда H-500, который убирает болезни старости и риски онкологии. Это еще несколько десятилетий. И добавьте сюда пентакан, продукт, который совершенно феноменально восстанавливает ДНК. В состав пентакана входит рибоза. Рибоза – это то, из чего состоит ДНК. Дезоксирибонуклеиновая кислота. Мы все знаем, что это двойная спираль, на которой цепляются аминокислоты. Но вот этот остов, вот этот каркас, он состоит из рибозы. А это стройматериал для рибозы, ну, в смысле для ДНК. Рибоза, то есть пентакан, является строительным материалом для ДНК. По некоторым данным, потенциал жизни наших ДНК составляет 440 лет. Дальше додумывайте сами. И, наконец, для чего нужна рибоза? Это продукт, который необходим для синтеза молекул энергии, АТФ, там, внутри митохондрий, этих самых энергетических станций. Потому что они состоят из аминокислоты аденина, рибозы и дальше фосфатные хвосты, изменение количества которых приводит к тому, что у человека появляется энергия. Ребята, я просто констатирую, что мы находимся в совершенно невероятном месте, в совершенно невероятное время. В 2001 году, когда я был на первом курсе, на курсе биологии, нам сказали: ребятки, через 80 лет медицина станет атомарной. На ваш век медицины хватит, но потом она будет совсем другой. Для меня это время наступило в 4 раза быстрее. Я сейчас занимаюсь атомарной медициной, и я просто в абсолютном шоке от того, что сейчас наполняет мою голову. Это невозможно, на самом деле. Я могу передавать словами факты, но эмоции передать словами невозможно. Немножко вот постарался с вами поделиться. Если это как-то вам поможет в вашей жизни, вам и вашим близким, я буду просто счастлив. Так что Mental Force – это чтобы мозги работали, Гидромакс – это для того, чтобы удвоить жизнь. Спасибо вам за внимание.